Дональд Трамп стал человеком года по версии журнала Time. В своем материале издание называет его самым могущественным человеком на Земле. С вами Нехта. Самые важные и интересные новости. Макрон анонсировал 40-тысячный контингент миротворцев в Украине, однако Польша к этому не готова. Мы пока не планируем таких действий. Жестокие бои у Покровска. Армия РФ бросила все силы на взятие города. Там остаются около 11 тысяч мирных. Перемога скоріше прийшла. Лукашенко утвердил замысел обороны Беларуси. Что бы это значило? Нам самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя. Дорогие подписчики, я все вижу. Вы не поставили лайк этому видео, поэтому сделайте это прямо сейчас. Так наше видео YouTube покажет еще большему количеству людей. Ну а мы врываемся в новости. В Москве убили конструктора ракет и дронов, которыми атакуют Украину. Тело заместителя генерального конструктора ОКБ «Марс» Михаила Шацкого нашли в парке. Мужчину застрелили. Позже украинский телеканал «Громадское» со ссылкой на свои источники сообщил, что к ликвидации Шацкого причастна ГУР. Каждое лицо, так или иначе причастное к развитию российского ВПК и таким образом поддерживающее российскую агрессию против Украины, является законной целью для сил обороны. Известно, что конструкторское бюро «Марс» разрабатывает системы управления крылатых ракет Х-55, Х-59 и Х-101. Россия регулярно использует эти ракеты для атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Польские войска не войдут в Украину даже после прекращения огня. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с президентом Франции Макроном. Европейские лидеры хотят показать вступающему в должность президенту США Трампу, что они готовы перенять часть обязательств по установлению безопасности в Украине, пишет Рейтер. Однако что-то уже пошло не так. Przeciąć spekulacje na temat potencjalnej obecności. Я хочу положить конец спекуляциям о потенциальном присутствии войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или мира. Решения относительно действий Польши будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. Мы пока не планируем таких действий. Эммануэль Макрон приехал в Варшаву обсудить отправку миротворцев на линию разграничения в Украину после завершения войны и гарантии безопасности Украины. Ранее издание «Политика» написало, что главы Польши и Франции обсудят размещение 40-тысячной военной миссии из разных стран. Для того, чтобы миротворческий контингент отправить, однозначно будет необходимо решение Совета Безопасности ООН, где Советский Союз до сих пор, скажем так, имеет место, и, соответственно, Россия всегда может заблокировать любое решение. Второй момент. Это количество этих 40 тысяч однозначно будет недостаточно для того, чтобы по всей протяженности нынешней линии соприкосновения, а также по границе с Белоруссией, которая является союзным государством с Российской Федерацией, предоставила свою территорию для вторжения. И поэтому, согласно резолюции 3314 Генеральной Ассамблеи, он является таким же агрессором, как и Российская Федерация. И третье – это состав такой миротворческой миссии. Французы и поляки – это нормально, мы абсолютно будем не против таких стран. Я думаю, что Россия будет против, поскольку это очень страны, которые сильно поддерживают Украину, и, но самое главное, это члены НАТО. Ну и Трамп тоже не обошел стороной тему мира в Украине. Человек года по версии журнала Time заявил изданию, что кризис на Ближнем Востоке разрешить проще, чем войну России против Украины. И раскритиковал удары американскими ракетами по российской территории. Из оптимистичных заявлений избранного президента США страна продолжит поддерживать Украину, чтобы как можно быстрее наступило перемирие. Я хочу добиться соглашения, и единственный способ добиться этого – не бросать Украину. Прекращение войны параллельно обсуждали и в Китае. Путин отправил к Си своего голубя мира с личным посланием. Лидер КНР Си Цзиньпин настаивает на скорейшей, цитирую, разрядке ситуации в Украине. А вот зампред Совета Безопасности Медведев уточнил, Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной, однако при понимании Киевом реалий. То есть в переводе на человеческий, российский диктатор со своими бредовыми идеями денацификации и демилитаризации останавливаться не собирается. Вся надежда только на Трампа.
О возможности урегулировать такой сложнейший кризис за один день я умолчу. Думаю, что это все-таки из набора предвыборных лозунгов. Но если американская администрация, будущая американская администрация реально настроена на то, чтобы заниматься урегулированием этого кризиса, они могут этого добиться по одной простой причине. Потому что киевский режим существует постольку, поскольку он получает военную финансовую поддержку из-за океана и от ряда европейских стран. Если Америка примет решение заниматься урегулированием кризиса, а не кормить богов войны, она сможет это сделать. На Покровском направлении идут тяжелые бои. Оккупанты превосходят в живой силе. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о нелегком положении дел на фронте в Донецкой области. На карте Дипстейп видно, что от линии фронта до южных улиц города осталось всего около 2 километров. Тяжелые бои достаточно ведутся, но сейчас, пожалуй, ключевая, самая больная точка – это Великая Новоселка. Туда тянутся все силы противника, там будут ключевые бои сейчас. Это вот Курахово-Покровское направление общее, если брать, Веремеевское еще говорят. Это самое тяжелое направление. Вообще стратегическая задача противника – это Донецкая область, полная оккупация. Это приоритет главный. И, естественно, тоже Запорожская область. Эти области они внесли в свою конституцию, эти области не настаивают, что должны им отойти, поэтому они пытаются максимум продвинуться по ним, тоже не щадя ничего, не рахуючи, никак не оценивая ни потерь, ни экономии, ни людей, ни техники. Запорожское и Донецкое направление, но Запорожское пока не только готовятся, мы видим, что они перебрасывают на Запорожское направление из Крыма новые подразделения, какие-то резервы, а по Донецкому все резервы идут, сейчас они в Донецкой области работают активнее всего, это их приоритет. В Покровске под постоянными обстрелами все еще остаются 11 тысяч мирных. До войны это был крупный промышленный центр на 60 тысяч жителей. С сегодняшнего дня там остановили подачу газа. Коммунальщики просто не в состоянии отремонтировать разбитые взрывами коммуникации. Город остается без отопления, водоснабжения и с перебоями электроэнергии. Нічого, вдягнемось, аби перемога скоріше прийшла. Армия РФ начала использовать Керченский мост, соединяющий территорию России с аннексированным Крымом, для переброски цистерн с горючим. Об этом заявил спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он предположил, что россияне сильно рискують, запускає цистерни через мост. Це серйозне навантаження для цього об'єкту. І враховуючи пошкодження, які він отримав раніше, це доволі ризиковано. Були часи, коли ці цистерни стояли там місяцями, не могли заїхати на міст. Тому що основним способом перекидання їх були пароми. Пароми, як ви знаєте, не працюють завдяки нашим зусиллям. І відповідно у них вибір доволі невеликий. Ймовірніше за все, вони вимушені ризикувати, все ж таки їх запускати. Чому я вважаю, що ризикувати? Тому що тривалий час вони цього не робили. Так само, як і важку бронетехніку, залізничну вони не перекидали. Добрый день. Пожалуйста, присаживайтесь. Лукашенко утвердил замысел обороны Беларуси на следующую пятилетку, что бы это ни значило. В частности, на заседании своего совбеза отметил, что нужно усиливать работу, чтобы поддержка народа была еще больше. Видимо, уже мечтает, что на предстоящих выборах в феврале ему нарисуют уж точно 103%. Предупредил чиновников, что расслабляться не стоит, потому что коварные НАТО и западные кураторы не дремлют, а только и ждут момента, чтобы качать и раскачивать. Отдельные государства, стараясь показать свою значимость и претендуя на роль региональных лидеров, продолжают нагнетать обстановку вокруг страны нашей. Вы знаете это хорошо, действия НАТО и особенно события на южном фланге, Украина. При этом нарастает деструктивная риторика европейских стран в отношении Беларуси, что свидетельствует о непрекращающихся попытках расшатать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Еще раз хочу подчеркнуть, уважаемые друзья, нам самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя. Тем временем Европа продолжает укреплять заграждения на границе с Беларусью и РФ.
В Евросоюзе дополнительно решили выделить для этого 170 миллионов евро. Эти средства пойдут на модернизацию оборудования, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильных средств обнаружения, повышение мобильности приграничных патрулей. Из этой суммы больше всех получит Польша – 52 миллиона евро, Финляндия – 50 миллионов, Эстония – 19, Латвия – 17, Норвегия – 16, Литва – 15 миллионов евро. Ну а в России продолжается предпраздничное мракобесие. На этот раз для детей слепили Франкенштейна в виде Нового года и Великой Отечественной. Так называемый Новый год на фронте организовали детсадовцам в городе Калтан Кемеровской области. Как вам такой праздник? Поделитесь в комментариях. Зимой летом стройная, зеленая была. Друзья, большинство из наших просмотров не монетизируется, ну а независимая команда Нехта, ведущие, редакторы, монтажеры, дизайнеры работают исключительно благодаря вашей поддержке. Мы получаем ее со всего мира, постоянных донаторов, и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы вам очень благодарны за поддержку. Если вы хотите присоединиться к их числу, нажимайте на кнопку слева от видео или становитесь постоянным спонсором, кнопка под этим роликом. Я же прощаюсь до следующего выпуска. До новых встреч!